Привет, добро пожаловать на мой канал. And здесь я хочу научить вас русский язык. И сегодня я хочу научить вас глаголы движения. В русском языке есть две группы глаголов. Группа ИДТИ, и также у нас есть группа ХОДИТЬ. И в группе ИДТИ есть глаголы ИДТИ и ЕХАТЬ, и в группе ХОДИТЬ есть глаголы ЕХАТЬ и ЕЗДИТЬ. Глагол идти означает идти в одном направлении, но глагол ходить означает идти в двух или более направлениях. Обе группы означают идти, ходить только пешком, без машины. Обратите внимание, глаголы группы ходить, ехать или ездить значит не пешком. Например, с машиной, например, на велосипеде или на поезде и тому подобное. Например, ехать на велосипеде или ездить на велосипеде, или ехать или ездить на машине. Но обратите внимание, что эти глаголы значит не пешком. Глаголы этой группы идти обозначают движение в его развитии, совершающееся только в одном направлении. Субъект движения, стремясь к цели, и всегда находится в пути. Он идет, он в пути. Или он шел, это значит, что он был в пути, и сейчас нет. Глаголы этой группы ходить обозначают движение, совершающееся в двух направлениях, туда и оттуда. Он ходит в школу, это значит, что он школьник. Например, если мы говорим «он ходит в школу или университет», это значит «он обязательно вернется». Так это значит, что он студент, который изучает, или значит он преподаватель или учитель. Глаголы движения этой группы могут обозначать многократное движение в двух направлениях, туда и обратно, или в разных направлениях. Субъект движения достигает цели своего пути. Это факт. В настоящем времени есть, как обычно, группа ИДТИ и группа ХОДИТЬ. Если мы спросим, куда он идет, мы отвечаем, он идет в школу. Обозначает, что субъект движения находится в пути. Но если мы скажем, он ходит в школу, значит, он обязательно вернется. Можно понять, что он школьник. В прошедшем времени движение, которое происходило в одном направлении, на фоне которого совершилось или совершалось какое-либо действие. Как обычно, у нас есть две группы, группа ИДТИ и группа ХОДИТЬ. И в группе ИДТИ можно сказать, например, когда он шел в школу, он купил в киоске газету. Или группа ХОДИТЬ можно сказать, например, и вчера он ходил в школу, шел и вернулся. Сейчас он не в школе. И в будущем времени движение, которое будет происходить в одном направлении, на фоне которого совершится или будет совершаться какое-либо действие. Как обычно, у нас есть две группы, группа ИДТИ и группа ХОДИТЬ. И в группе ИДТИ, например, когда завтра ты будешь идти по Тверской улице, обратите внимание на памятник Александру Пушкину. Или группа ХОДИТЬ, например, ему уже 7 лет, он скоро будет ходить в школу. Это значит, он будет школьником.
Глаголы движения отвечают на вопросы куда, откуда. Скажите мне, какой падеж? Да, обязательно винительный падеж. Я объясню вам. Винительный падеж в единственном числе, если это мужской род, если это одушевленный и краткий мягкий знак будет я, если это неодушевленный, не изменится. Если род это женский род, одушевленный и неодушевленный не имеет разницы. Если это а, будет у, а если это я, будет ю. И средний род никогда не изменится. Например, я иду в университет. Университет будет университет. Ничего не изменится. Зачем? Потому что это мужской род. Или, например, можно сказать «я иду в школу» или «я еду в библиотеку». Школа будет в школу, потому что это женский род, и библиотека будет в библиотеку, потому что это тоже женский род. Спасибо за просмотр моего видео. Если вам понравилось, не забудьте подписаться на мой канал.